Мы с Добрый, вами, добрый вечер, же, да? мы с вами сегодня беседуем на тему главы НАСО. Ну и, Да, как всегда, ваши замечания, ваши интересы, что показалось особенным. извините, Реда, я сам сейчас самое листочки свои найду. Да, я Мгм. самое, надо сказать, что я опять с таким удовольствием читаю, это вы себе не представляете. М, Просто вот каждое чтение, понимаете, это вот какой-то вот, ну вот какой-то вот, меня охватывает прям такое удовольствие. Вот, так, стало быть, ношу. Да, здесь у меня, конечно, это самое не очень много. Но вот что интересно, я первый раз это сделал, и мне это очень понравилось. Ну, давайте последовательно пойдем. Значит, ну, здесь глава начинается с того, что там идет исчисление семейств, да, и потом, значит, по сути 48 глава 4 число левитов устанавливается, да, и эта сумма совпадает, я честно проверил. Вот. Но самое главное, которое, так сказать, опять же, вот я все время повторяю, вот запомнить все эти правила, запомнить все эти указания, уложения и так далее, для этого, конечно, нужно было учиться, и учиться много. То есть это вот просто так это все никогда не запомнишь, понимаете? А причем, если это причем еще и там, условно говоря, все за этим наблюдают, понимаете, и это с детства идет, так сказать, это уже укоренилось, не дай бог что-то не так сделаешь, значит, это сразу вызовет какие-то отрицательные реакции. Ну, что я сделал, это вот к вопросу НОСО, это здесь есть вот от 12 колен честные эти самые, что кто жертвовал на этот самый, жертву всесожжения и жертву за благополучие. Очистительные жертвы и жертвы за благополучие. Я честно внес это в Excel, честно посчитал. Значит, и могу с удовольствием сказать, что честно все суммы совпали. Ну, я до этого тоже такие вещи делал, но Excel первый раз, так сказать, пользовался просто. Суммы все совпали, и я сидел и размышлял. Понимаете, сегодня этим, конечно, никого не удивишь, так сказать, но вот если вернуться на 4000 лет назад, там на 3500 лет назад, понимаете, вот когда сидишь это считаешь, ну, я просто, так сказать, думаю, что любой умный человек, первый, у которого, так сказать, там что-то в голове есть, он сразу начнет изобретать умножение, понимаете? То есть это настолько естественно, вот, чтобы вот не пересчитывать, это не складывать, а именно сразу, так сказать, вот. Ну вот, что я могу сказать, что если опять же вот вернуться к этому, к этой главе и все это внимательно читать, конечно, здесь, безусловно, нужен интеллект. Интеллект нужен очень такой продвинутый, понимаете, нужен хороший ум, чтобы это все запомнить, понимаете. Это вот, собственно, вот это то самое удовольствие, которое я получаю. Я читаю, понимаете, и получаю удовольствие, да. Вот, собственно, если хотите, я могу показать это самое. Вот это вот моя листочек О, да, да. с экстренными упражнениями, так сказать. Вот. У нас потом с вами продолжается немножечко в другом ключе. Если здесь это практически чистая математика, если учесть, что это датируется примерно 1200 годом до новой эры, этот текст, еще не появилась классическая Греция.
еще в зачатке находится геометрия. То есть что-то, конечно, умеют какими-то шнурами отмерять там или какими-то палочками, канонами, как потом будут называть греки, что-то отмерять и записывать. В Шумерии уже есть такие памятные записочки глиняные, в которых указывается количество того-то или того-то, но тут скорее наоборот, запоминать-то ничего не надо. Вот у тебя табличка, ты эту табличку так сказать, предъявляешь, и по этой табличке человек отвечает. То в дальнейшем греки сами развивают математику очень хорошо, особенно геометрию. Ну, это, Э, извините, на 700 лет позже. Конечно, получается тогда, что мы классическую Грецию можем начало классической Греции датировать примерно 7 веком до новой эры. Ну, До этого математика там все-таки 5 века. я говорю, зачатки начинаются там. Но здесь, по крайней мере, арифметикой, как вы говорите, там уже достаточно сложно для того, чтобы умножение и деление внедрять, не только складывание и вычитание, сложение и вычитание, а, то вот в еврейской традиции, во-первых, ну, скажем так, этому, то есть вот сколько предметов, какого размера, как расположены, это уже геометрия в том числе, и их подсчет. Это для рабов, которые вообще до этого не имели образования, для рабов это настолько новое, это настолько, то есть опять-таки я говорю, на каком-то примитивном уровне, так сказать, сложение кирпичей вместе и подсчитать, сколько кирпичей там сделали за день, нормы и так далее. Конечно, что-то в этом роде было. Но удерживать в голове не один монопродукт, как кирпичи, например, а удерживать в голове изделия из разных материалов, это деревянное, это тканное, это кованное, это литое и так далее, и так далее. И все это удерживать в голове, это уже требовало, как вы говорите, это, по крайней мере, начало хорошего математического образования. Ну, по крайней мере, я говорю, в пределах арифметики еще пока. Хорошего образования. И Извините, я с вас здесь Да, прерву. Я хочу сказать, что как раз вот эти указания, как делать скинию завета, это уже, так сказать. да, Но там, понимаете, условно говоря, так сказать, это были предписания для Бецалеля, да? Но опять же, это же приведено в книге, понимаете, это же все должны читать. Отдельная глава. И даже волей-неволей, так сказать, если даже чуть-чуть, один раз чуть-чуть, второй раз чуть-чуть, третий раз начинаешь читать. Вот я же читал эту главу, бог знает сколько раз, да? А вот сейчас решил сделать честно, вот мне было так интересно, что я решил это все вогнать, проверить. Вот так вот. да. И я как раз для меня здесь ключевое слово, потому что я с подобным отношением к запоминанию я столкнулся, когда сам учился, когда мы уже изучали Талмуд. Дело в том, что вот удержание в голове разнородных и обильных фактов это начало, это самое начало. Если будем говорить всерьез, то, исходя из текстов Торы самой и книги пророков, особенно, мы можем с вами проследить о том, что Тора, вот в том виде, который мы сейчас говорим, была храмовой книгой. Ее не все читали, ее читали священники, могли читать, если понадобятся левиты, для того, чтобы
структурировать работу самого храма. Но это была книга узкого круга людей. Эзра и Нехемия делают революцию в еврейском образовании, в том числе в еврейском религиозном образовании и общем образовании. Они делают революцию примерно около конец шестого, начала пятого века до новой эры, когда Тору начинают читать понедельник, четверг и суббота, и теперь ее знают все. Теперь Тору знают все. Теперь действительно от узкого образованного круга священников и левитов Тора переходит она становится доступной для каждого человека. Если человек даже не умел читать, ему читали так сказать, в Бейт-Кнессете, то есть в месте, где собирались люди во время зноя на рыночной площади, потом появились синагоги. То есть большинство людей, некоторые совсем необразованные, даже которые не могли читать, они слушали и тоже были вынуждены запоминать, и тоже Ну, были да. вынуждены размышлять на эту тему и удерживать в голове. Что получается немножко позже, когда появляется обильный законодательный материал, Мишна, Шиша Сидрей Мишна. 6 разделов Мишны. Это уже информация, которую, почему слово «рав» появляется. Рав – это многознающий, ров от слова «ров». Многознающий, многопомнящий человек. И устную Тору сначала учили вообще наизусть. То есть, поскольку ее нельзя было записывать, ее учили наизусть. Только маленькие шпаргалочки там, мишнает, чтобы не забыть, не дай бог, выскочит из головы. Это хранили в тайне эти надписи. И потом, когда начинается Талмуд, уже Мишна записана, и начинается Талмуд с разборкой, со спорами, с дискуссиями, они не совсем реальные, эти дискуссии, потому что редакторы уже самого Талмуда привлекают мнение раввинов, которые никогда не встречались, которые жили в разное столетие. То есть, значит, мнение такого-то времен еще написания Мишны, там было уже несколько мнений в Барайтах пишется, чуть-чуть разное мнение, не такое, как в нашей Мишне записано. И это надо было теперь удерживать, и редакторы столкнули их в последовательности, не во временной последовательности. Они не сидели за одним столом и не спорили, они в разное время жили. Но редакторы Талмуда поставили так, что вот от простого к сложному и с добавками к предыдущему. Вы представляете, как математик, как ученый человек, вы представляете, какой упражненный ум, упражненный мозг надо иметь. Вот с простого посчитай, сколько полотен, сколько крючков. И тут вот написана была фраза «поименно сосчитайте предметы, которые они должны носить поименно». То есть это нужно удерживать. Название, материал, размер и количество. Вот с такого простого потом переходит к тому, что человек, изучающий Талмуд, а сейчас в Ешивах учат Талмуд, тебе дается, скажем так, затравочка, то есть вот ситуация, которая в Мишне уже некоторым образом разрешается. То есть вот так нужно делать, потому что вот такая последовательность написана таким раввином. И это общепринято, большинством голосов общепринято правильный подход вот к той или иной ситуации. Теперь, когда этот текст попадает Амараям, они начинают высказывать мнение, а что если вот такой нюанс добавляется, то Мишна каким образом должна чуть-чуть измениться. Потом второй раввин, опять-таки, это не по времени он второй, это по добавке он второй, по мнению он второй. Потом третий, четвертый, пятый, шестой. И дискуссия в Талмуде описывается, предположим, на какую-то тему, описывается на
4-5 листах, это 10 страниц примерно текста, причем огромного, большого текста с добавками. И для того, чтобы понять, почему в конце приписка «Галаха лифи раби такой-то», нужно удерживать в голове все нюансы. И когда каждый раввин добавляет свое мнение, ты должен определить, на чью мельницу он льет воду, кому он противоречит, в чем его нюанс, в чем его добавка, почему его мнение приводится, потому что это дополнительное мнение, это дополнительный нюанс, который чуть-чуть меняет, опять видоизменяет. И закон все уточняется, уточняет. Но удержать это в голове, а одну главу обычно проходят в течение недели, разбирая полностью. Удержать это в голове, это невероятно трудно. Нужно Да. упражнять мозг на память, чтобы удерживать. А теперь представьте себе, начиная с арифметики, заканчивая законодательством, не заканчивая, продолжая законодательством Мишны, продолжая законодательством, так сказать, амараев, то есть тех, кто писал Талмуд, а теперь представьте себе 19-18 век, что такое знать, то есть помнить. Талмуд на иголку. Помните, я рассказывал, что такое знать на иголку? Вот в русском языке есть выражение «знать что-то на иголку». О чем речь? О невероятной памяти, воспитанной поколениями, невероятной памяти. Потому что если бедный жених приходил просить руки девочки, папа, зная, что он бедный, он говорил: ты сейчас пойдешь в Ешиву, будешь там учиться, и если ты овладеешь, чтобы иметь хотя бы социальный статус, а не материальный, так сказать, благополучие, но хотя бы хороший социальный статус. То есть ты будешь хахамчиком, ты будешь мудрецом, придешь, я тебя проверю. И юноша приходил после того, как заканчивал Ешиву, несколько лет там учился, он приходил к будущему тестю, если все в порядке. Тот брал с полки любой том Талмуда, ну, конечно, он его знал хорошо. Вот он брал любой том, открывал любую страницу, брал иголку специально, чтобы не было подвохов, или там, что он специально там трудную тему выбрал или легкую тему выбрал. Он брал иголку, втыкал ее в страницы, он несколько страниц протыкал, переворачивал столько, сколько было захвачено иголкой. Эта страничка открыта, там торчит иголочка, и папа в это отверстие показывает и говорит, что на обратной стороне этой страницы, потому что юноша может прочесть в лед быстренько что-то там такое. Он обязан помнить, что на обратной стороне. Он смотрит сюда, читает, о чем идет речь, и помнит того раввина, который на предыдущей странице говорил какое-то сам свое мнение. Фаттагич, это начало, это ж какой, видишь, копф надо иметь, какую головочку, чтобы вот так целеустремленно развивать память. Плюс Поэтому, помимо памяти еще и трактовки. Это же надо было их понять, понял, конечно, так сказать. Это совершенно необыкновенная, в общем, работа. да. И, дай бог, чтобы все учили. Да. Это сравни с работой ученого, который тоже должен помнить все формулы, все выводы, которые уже были сделаны, и, может быть, что-то, вот так сказать, понять, почему в другую сторону не пошла наука, а вот в эту пошла. Это упражненный ум. И поэтому вы часто говорите, сколько процентов евреев получили Нобелевскую премию. Ну, естественно, с таким воспитанием, с таким бэкграундом, то, что называется. Конечно, человек будет грызть и успешно будет грызть любую науку, потому что у него подготовлено к этому все для этого. И в данном случае самое распространенное, конечно,
профессия – это юрист, потому что там нужно вот помнить все законы, подзаконные акты, чтобы быстренько сориентироваться в ситуации, по крайней мере, знать, где какая книга находится, чтобы посмотреть и уточнить ее. Память, память. Образование – это ключевой момент, Да, так сказать, в еврейской традиции. Нет образования, ну да, это не одни, сказать. Это одни неинтересно. догадки, облако гипотез. Да. Помните этот анекдот, что никакая еврейская мама, так сказать, самое, еще ребенок не родился, она уже мечтает, что он закончит медицинский институт или там что-то, да. Ну да, как-то. Это не э, так, да. Мне понравилось, мы как-то с вами обсуждали там большой раздел и главу, сейчас не помню точно название, когда Ривка делает выбор, она выбирает Якова, а не Исава. Папа по-мужски широкой душой выбирает самого крепкого сына, а Ривка, вы тогда обратили внимание, Ривка впервые в истории делает ставку на мозг. Интересно, Впервые в истории она делает ставку на ум, потому что Яков учился, он жил среди шатров, и комментаторы все говорят, он учился в Ешиве, это неважно, были там Ешивы или нет, но главное, что она сделала умного мальчика, она сделала, так сказать, благословленным человеком. Вот оттуда все начинается, с малого к большому и сложному. Самое главное упражнять то, что потом даст большой результат. Да, это правда.